Добрый день, уважаемые пчеловоды. Это пасека Лаврова, Витебская область. Сегодня 1 мая. Мы продолжаем работу. Задача вторая у нас сегодня по работе. У нас есть сильные семьи, которые я вам показываю. Достаточно их много, которые занимают полные корпуса. Казалось бы, можно делать отводки, но по прогнозам их еще рано делать, потому что до 9 мая не будет тепла. Мы решили так, эти сильные семьи, которые занимают по 12 рам, и там много расплода, которые могут и роиться. Поэтому мы будем изымать от них расплод, желательно на выходе, и отдавать те семьи, где у нас 10 рам, то есть они слабее. И таким образом мы подсилим те семьи, а эти немножко как бы продлим им срок до роения. Боюсь, что они могут роиться. Вы сами посмотрите, какие они сильные. Да я же вам и показывал. Поэтому вот сейчас посмотрим, как я это делаю. Значит, у нас полные корпуса. А вместо рам с расплодом мы сюда сушь поставим. Пускай маточка работает. Спокойно. Конечно, мы без пчел будем давать. Только расплодные рамки. Так, ну вот здесь мед, расплод. Яйца закрыты. Эту нежелательно. Так, следующее. Ну вот эта рамка, скорее всего, пойдет. На выходе, я сказал, на выходе. Молодые тут пчелки. Так, нужно... Так, посмотрим, чтобы маточки не было тут. Мы будем стряхивать. Ну, по-моему, ее нет. Аккуратненько. Так, ну, более-менее сыпали. Теперь мы аккуратненько сметем. Ну, мы и с молоденькими пчелками сметаем. Но если какая останется, молоденькая пчела, смотрите, чтобы маточку не перенести, самое главное. Так, ну вот, более-менее вот они садятся снова. Но я смотрю, что маточки тут нет. Так, здесь мы прикроем. Немножко прикроем. И пойдем. Так, в какую семью? Ну, можно в эту семью. Вот здесь у нас. Так, здесь у нас, по-моему, десять рам. Так, 10 рам, хорошо. Отодвигаем. 10 рам, она слабее. И переставляем через 3 рамы, чтобы внутри, в тепле. Так, сюда. Вот сюда внутрь. Вот расплодную. Эту расплодную, хорошую на выходе пчел. Подсиливаем эту семью. Так, закрываем. Пчелки лезут. Закрываем. Все, планочками закрыли. Хорошо. Теперь вторую рамочку понесем. 60-ю семью. У нас тоже там. Так, сейчас мы аккуратненько. А потом сюда поставим. Так. Посмотрим следующую рамку. Сколько здесь расплода. Здесь почти на выходе должна быть расплодная. Следующую посмотрим. Так, посмотрим следующую. Подберем такую рамку.
Ну вот, тут тоже на выходе. Так, а с этой стороны тоже хорошая рамка. Ну, я посмотрю быстренько. Так, как мы быстренько находим маточек. Мне стоит только посмотреть. Так, маточки нет здесь. Но я уже заметил, мисочки есть, видите? Вот мисочки. Ну, правильно наше решение. Надо ее разгрузить. Расплодные рамки. Тем более на выходе мы сейчас разгрузим эту семью. Так, закроем пока временно. Так, переходим на ту семью, где нужно подставить, где у нас 10 рам. Тут даже с утеплением. Даже с утеплением. Так, отодвигаем 3 рамки. Господи. Так. Ну, в принципе, 3 рамки, можно 4. Давайте ближе туда. Так, пчелок не придавить. Хорошо. Так. Ну, вот середина. Рамка хорошая, с расплодом. Так. Мед есть. Вот в середину поставили. Вот получилось 11 рам у нас. Мы тут уже рамочку поставим. Ну вот так мы вот таким образом подсилили. Теперь нужно заполнить полностью. То есть поставим хорошие рамочки коричневатого цвета, коричневого, светло-коричневого даже, чтобы маточка сразу стала работать на этих рамках. То есть откладывать яйца. Ну, мы рядом не будем ставить, мы давайте немножко вот так переставим, чтобы не в одно место мы всю уж поставили. Ну, допустим, вот через 2 рамки. Ну-ка, пошли. Видите, как мне удобно. Ставил через 2 рамки. Ох, пчелы уже насели. Все, теперь я уже за эту семью не волнуюсь. Маточка будет работать, пчелки будут заняты. Работа им есть. И вот немножко мы повременим с отводками. Очень холодно. По прогнозам очень холодно. Будет нам до 9 мая, тепла не ждите, сказали. Дожди, и вот когда нам отводки делать. Поэтому мы, исходя из этого, корректируем свою работу. Зачем нам напрасно делать работу, которая потом все это пойдет на смарку. Поэтому мы думаем и делаем так, как нам лучше, чтобы результат был хороший. Чтобы все было рентабельно у нас. Ну вот, я вам показал эту работу. Можете сами применить вот такой прием в своей работе. Всем хорошего дня, до свидания, будьте здоровы.